Инферналам не нравится идея частного владения автомобилями, поскольку она противоречит их плану нового мирового порядка, в котором любая частная собственность будет запрещена. Мне кажется, их намерение заменить все автомобили с двигателями внутреннего сгорания на электромобили постепенно закончится отказом и от электрокаров. Меня об этом часто спрашивают, поэтому отвечаю. Да, лет 5 назад я рвала свои водительские права, потому что была в культе поклонения Солнцу и глобального потепления. И я открыто говорю об этом. Так же, как 11 лет назад я не была веганкой, живя в культе поедания животных ради вкуса. Из ступора климатических изменений меня вывела ситуация в мире 2020-го. Я даже в какой-то мере благодарна за события последних 4 лет, ведь иначе, кто знает, пребывала бы во лжи до конца жизни. К тому времени я уже поняла насчет ситуации с прививанием, но целостной картинки у меня не было. А электромобили здесь играют не последнюю роль, так как это шаг навстречу ограничению свободы передвижения. И неважно под каким предлогом. Война, иммиграция, климат – это все просто фон. Помимо того, что единственным вариантом для меня сейчас приехать на родину из Швеции – это перелет через Истанбул, одновременно с этим цены на путешествия растут, границы продолжают закрываться, конечно же, не по тем причинам, о которых говорят в новостях. Узел на веревке на шее продолжает затягиваться, но не для нас, у нас свободу нельзя отнять, а для тех, кто верит в официальный нарратив. А нарратив сатанистов можно прекрасно увидеть на этой карте. Which countries have set a net zero emissions target? Какие страны установили цель по нулевым выбросам? Принятие чистого нуля в России к 2060-му. К выбросам это никакого отношения не имеет. Это агенда большевизма и тоталитаризма. Бензин och dieseldrivna bilar förbjuds i centrala Stockholm. В центре Стокгольма через год автомобили с бензиновым и дизельным двигателем будут запрещены. Через 11 лет в Европе запретят продажу бензиновых и дизельных автомобилей. Как и цифровая валюта и ограничения в передвижениях, будь то из-за растущих цен или закрытых границ, также и электромобили – это бред сивой кобылы, не случайный, не ошибочный, а именно намеренного характера в рамках мирового захвата власти. Я всегда была скептиком, но коронавирус разрушил мою веру практически во все. Общество буквально в одно мгновение потеряло рассудок. Преимущество этого в том, что как только вы поймете, что широкая публика умственно отсталая, вас перестанет заботить то, что в их глазах вы выглядите сумасшедшим. У нас в компании шефам выдают исключительные электромобили, и вообще там очень сильна климатическая повестка. По сути, всем без разницы, что литиевый аккумулятор размером с матрас King Size и весом в 500 кг делает электромобили очень неэкономичными. Этим чудовищам требуется огромное количество редких металлов, таких как литий и кобальт. Чтобы выудить чистый металл, необходимо переработать 10 тонн литиевой соли. Для производства кобальта требуется 15 тонн руды, 2 тонны никелевой руды и 12 тонн медной руды. Всего для изготовления одной батареи необходимо переработать 200 тонн различных руд и солей, что приводит к большему загрязнению окружающей среды, чем бензиновый или дизельный автомобиль производят за 20 лет. Литиевая батарея стоит в среднем $10 000, ее необходимо заменить через лет 10, а ее эффективность падает уже через пару лет. Они не подлежат восстановлению и переработке, поэтому как только срок службы аккумуляторов первой волны электромобилей истечет через 5-10 лет, придется искать и добывать новые литий и кобальт. Большая часть этой добычи ведется в Конго, где используется детский труд. Вот буквально недавно я была на СПА-процедуре для лица в экологическом салоне. Я люблю спрашивать эко-активистов, почему же они не веганы. И директриса этого салона начала изливаться мне на тему того, что невозможно же решить все проблемы мира, упомянула детский труд. То есть она оправдала собственное убийство животных тем, что в других отраслях используется детский труд. Я веганка, против убийства нерожденных детей, против детского труда. Почему нельзя попытаться решить как можно больше проблем? Тесла о том, что она планирует в 3 раза увеличить производство литий-ионных батарей на своем огромном заводе недалеко от Рино. Всем этим заводам требуется огромное количество дорогого сырья, в том числе кобальта, который добывают преимущественно в Конго, нередко с использованием детского труда. Вернемся к фейку об экологичности. Добыча лития и кобальта приводит к огромному количеству выбросов углекислого газа, поскольку задействованное оборудование работает на ископаемом топливе. И вы же знаете сейчас мое отношение к ископаемому топливу. Нефть есть в изобилии.
Угля здесь предостаточно, газа в изобилии. И вообще нет недостатка в еде, нет недостатка в воде. Дефицит фабрикуется психопатами. И ирония в том, что произведенный литий загружают в дизельные грузовики и доставляют в порты, откуда его перевозят в развитые страны на огромных кораблях с ненавидимыми дизельными двигателями. Было подсчитано, что среднестатистическому бензиновому или дизельному автомобилю придется проехать 80 тысяч километров, прежде чем он загасит столько же углекислого газа, сколько недавно выпущенный электромобиль. Более того, электромобили были бы экологически чистыми только в том случае, если бы для зарядки используемая электроэнергия производилась не из ископаемого топлива. Например, в Швеции 63% электроэнергии поступает из возобновляемых источников энергии, но в России-то основной кусок электричества из нефтегаза и угля, и этим и заряжаются электромобили. И это хорошо, не надо тут выдумывать всякие льготы для электромобилей. С 1 января 2023 года государство компенсирует 25% от покупки электрокара, отменен транспортный налог для электромобилей, бесплатной парковки, больше зеленого транспорта. Еще одна причина, по которой электромобили не являются зеленым транспортом, заключается в том, что они способствуют загрязнению атмосферы за счет повышенного износа шин. Как я уже упоминала ранее, электромобили весят на 500 кг больше, чем дизельные и бензиновые из-за веса аккумуляторов. Это приводит к повышенному износу шин, а значит, шины придется менять чаще. Производство шин связано с выбросами. Кроме того, повышенный износ шин приводит к загрязнению атмосферы, поскольку в воздух попадают мельчайшие частицы резины. Но самое занятное, знает ли льготник о том, что если температура воздуха ниже нуля, это может привести к значительному повреждению батареи? Химические реакции при зарядке литиевой батареи во время температуры, опустившейся ниже точки замерзания, замедляются до такой степени, что практически не выделяется никакой полезной энергии. Я такая еду в Швеции недалеко от полярного круга, но с работы, это у меня в 4 дня уже так темно. И не волнуюсь на дизеле, что температура нулевая. А полный бак мне дает 1000 километров, в то время как дальность хода литиевой батареи соточка. Если вы признали истинность хотя бы одной теории заговора, какой бы она ни была, то вы больше не вправе объявить любой другой заговор невозможным. Некоторые утверждают, что я отталкиваю потенциальных веганов или антиваксеров. Правда и ничего кроме правды не должна отталкивать. Я не проснулась однажды, подумав такая, я собираюсь начать говорить о чем-то чрезвычайно спорном, что противоречит всем нормам и будет считаться сумасшедшим. Нет, я пережила множество событий, которые фундаментально изменили мое восприятие. Все знают правду, просто легче жить с ложью. Тираны не создают тиранию, послушание делает это. Нам врали с самого начала нашей цивилизации, и пришло время все переосмыслить. Такие люди, как мы, встречаются нечасто. Никогда не забывай, насколько ты ценен.